Так, дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы начинаем наш репортаж с выставки в Беларуси Белагро 2025. И здесь мы найдем самые интересные сельхоз и не сельхоз решения, технику, навесное оборудование. И все это вам покажем. Вот мы только зашли, и у нас встретил стенд с тракторами Solis. Как я понимаю, это китайский производитель. И у них есть большое количество решений. Если честно, у нас был вопрос с коллегой, будет ли сюда допущен Китай. Но выставка международная, 17 стран участников. И понятно, что здесь представлены и китайские машины. Давайте вот откроем, просто посмотрим, как Solis выглядит внутри. В принципе, все достаточно типично для Китая. Я на самом деле еще не полностью уверен, что это Китай, но думаю, что это Китай. Здесь у нас управление, плюс предохранители вынесены, сиденье с регулировкой. Даже вот так вот продемонстрирована масса оператора. Управление навеской, приборная панель. Ну, в принципе, все достаточно так типично. Блокировка, кстати, сделана достаточно интересно. Вот такой педалью сверху вниз. Вот тоже значок стоит. И здесь у нас блокировка для транспортировки. Быстро, медленно. Так. Восприимчивость к буксировке. Высокая и низкая. Не знаю, что за модель. Не знаю, какое количество лошадиных сил. Могу предположить, что по маркировке 90, здесь 90 лошадиных сил. Это у нас идет топливный бак. Достаточно компактный и смещается под кабину. Также есть более старшие модели. Это у нас 110. Здесь у нас идет 130. Что 110, что 130, наверное, это аналоги двенашки. Так, диски достаточно такие открытые. И уже имеются груза по 40 килограмм. Так, ну что, вот такой вот ознакомительный стенд. Дальше идем смотреть, что у нас еще здесь есть интересного. Компания Агромаш-Ресурс белорусская. У них есть вот такой опрыскиватель роса. Сейчас многие привыкли там к сравнению с туманом, который очень сильно популярен, да, в нашей стране, в России. Но данная модель имеет другое направление. Она полегче, чем туман. Здесь представлено у нас 4 машины. Вот это самая новая, я сейчас про нее расскажу. И там вот стоят еще 2. Здесь у нас пластик полностью, то есть ни гниению, ничему не подвержено. Возможно модификация как на вот таких вот шинах низкого давления, на междурядке и также на вот таких вот шинах. Двигатель у нас здесь идет дизельный 1.5 Kubota. На данной модели именно идет двигатель 2.4. Это самая новинка у ребят. Здесь они установили пневматическую подвеску вместо пружин, имеются амортизаторы. Здесь у нас идет, привода, понятно, тормоза, это Нива, то есть что-то использовано от отечественного нашего АвтоВАЗа, да, что-то свое. Поскольку это выставочные модели, самые новые, самые технологичные, здесь установлена система точного земледелия. И опрыскивание идет, здесь раскладывание опрыскивателя идет уже автоматическое. Система опрыскивание самого, она здесь идет итальянская. Кондиционер здесь у нас присутствует. Масса конструктивная не более 2500 килограмм. Размер колеи. Так, это все понятно. Диапазон норм внесения рабочей жидкости 30-300. Грузоподъемность 2,5 тонны. Вместимость основных емкостей у нас 2100. То есть вот такая вот машина. Так, сейчас у ребят представлен отдельно двигатель. 1,5-литровый. Ага, вот, кстати, длина штанги на предыдущей модели видно. Здесь, наверное, метров 8 на взгляд. На мой взгляд, прикольно, что пластиковый полностью кузов не подвержен коррозии, не подвержен. Так, тут у нас не питьевая вода и канистра. Можно подумать, что это мыть руки, но зачем нам мыть руки, когда сюда можно залить либо пиво, либо самогона? А нам и что? А нам и нормально. Мы же русские люди. Так, ну что, давайте посмотрим кабину. Руль мы видим жигулевский. Трансмиссия здесь шестиступенчатая, механическая. На более простых версиях она идет пятиступенчатая. Сидушка, вот такая, не могу ничего сказать. Мягкая, вроде нормальная. Так, здесь у нас датчики, это пневмосистема.
Ну и плюс здесь уже все на дисплеях, на мониторах и на органах. Ну, органы освещения тут управления. Ну, то есть мало достаточно кнопок, все на мониторах. Так что вот такой вот интересный производитель. Производится в Беларуси. Как сейчас модно говорить, он на 70% локализован, то есть местное производство. Понятно, что рамы, баки там и прочее, все делают они сами. Достаточно интересная модель. Это вот самая топовая новинка. Друзья, еще хотел бы обратить внимание, насколько красиво и классно построен здесь международный выставочный комплекс Республики Беларусь. То есть он построен недавно. Везде вот тут травка, аккуратные дорожки, сам красивый большой павильон. То есть прям он очень большой и очень красивый. Внутри мы еще не были. Сейчас направляемся на стенд Минского тракторного завода для того, чтобы подснять вам самые новинки. Ну и также всю интересную, на наш взгляд, технику сегодня будем здесь для вас снимать. Уже небольшой обзор на опрыскиватель мы сняли и двигаемся дальше. Итак, друзья, мы пришли на стенд Минского тракторного завода МТЗ. И начнем с самых маленьких моделей. Этому, наверное, посвятим отдельную целую вот серию. Хочу показать все модели, которые есть. Быстренько, коротенько снимем обзоры. Беларусь 182. Здесь вот такой красавец представлен для бытовых целей. То есть это кому-то домой, чистить снег перед домом. У него есть переднее навесное устройство, отвал. Достаточно большенькие колеса. По мотору не могу сказать, какой здесь двигатель. Сейчас посмотрим. Здесь у нас заливная пробочка. По двигателю не скажу, но по внешним давайте посмотрим, пробежимся. У нас здесь есть рычаги управления гидравликой. Сзади стоит щетка. То есть для каких-то маленьких баз, либо для дома коммунальные задачи какие-то решать. Хорошая машинка. Все открыто. У нас здесь только датчик оборотов. Здесь скорость, да, и обороты электронно. Ну, в принципе, все узнаваемо, все белорусское. Тут уже вот что-то отломали. Ну, потому что это выставка, дети залазят, взрослые все фоткаются. Прикольно. Фары, все достаточно унифицировано. Фары мы такие задние видели. Дополнительное освещение мы тоже такое видели. Есть ящик. Ящик пластиковый. Такая модель. Для тех, кто не боится холода и зимой хочет чистить снег, косить и что-то делать, то будет отлично. Далее у нас идет Беларусь 311 модель. Здесь уже у нас есть технические его характеристики. Мотор китайский Liadong. Скорость движения аж до 25 км в час. И у нас получается 24 лошадиные... У нас получается 33 лошадиные силы, 24 киловатта. Тонна 500 весит. Уже модель покрупнее. Фары квадратные нам всеми знакомые. Груза тоже минские, белорусские. Но здесь мотор у нас получается Liadong. Даже стартер китайский. Генератор китайский. Но что имеем, то имеем. Двухсекционный распределитель. Ручной тормоз. Это у нас коробка переключения передач. Это, я так понимаю, реверс. И к нему здесь вот в рамках выставки подцеплен такой вот небольшой двухкорпусный плуг. Вот технические характеристики плуга. Так, с этой стороны у нас аккумулятор стоит здесь. Так, вот здесь, кстати, мотор Шильда его. Топливная аппаратура. Тоже какая-то странная глушится, видимо, с ключа. То есть ключ выключаем, и вот блок выдергивает. Поворотная цилиндра на поворот. В принципе, компактная и интересная машина. Далее всем известный коммунальный 320 в немного другом обличии. То есть у нас здесь другие фонари уже современные стоят. Это модификация у нас 4М. Технические характеристики. Сейчас мы посмотрим. Да, ММЗ 3LD, слава богу, не Lamborghini, но и не Китай. Тоже неплохо. Здесь нарядили его достаточно хорошо. Установили и отвал, и погрузчик. В принципе, комбинация правильная. Снимаем, хотя не БРС. Здесь не БРС погрузчик. Тоже как-то странновато. Всегда с задранным погрузчиком надо будет работать, если нужен отвал. Но ничего.
щетка. Щетка на нем висит, но это, в принципе, все как бы стандартно. Кабина у 320-го, поскольку это золотое золото, она закрыта кабина, посидеть в нем нельзя. Но мы видим, что особо тут ничего и не поменялось. Сейчас глушилку, кстати, посмотрим. Так, глушилка здесь у нас тоже идет с ключа. Не надо больше тянуть этот тросик. Ключом, как автомобиль, заглушили. И все. Так. Здесь у нас КПП. Ну и, в принципе, свет. Там вот зеленый тумблер. Только не знаю, что это такое. Но подсказок просить пока не буду. Есть более интересные модели. Конечно же, покажем новый 54. Вот этот мощный трактор. Так, далее по композиции у нас стоит 622. Мне вот он, кстати, нравится. Он побольше 320-го, но тут уже и навеска задняя поприличнее. Уже тягово-сцепное устройство есть, два вида. Центральная тяга уже нормальная. Но это уже такой переход как бы к более унифицированным, что ли, тракторам. Не знаю, как назвать, но эта техника уже посерьезнее. Он невысокий, хорошее остекление. В принципе, гидровыходы есть, то есть все, в принципе, тут прикольно. Он тоже закрыт. И здесь мы можем что увидеть? Вал отбора мощности, ручник, навеска. Переместили, кстати, вот вдали, не знаю, видно, нет органа управления светом вот на ту стойку. И здесь уже идет цифровая приборная панель. Но я думаю, какой-нибудь из тракторов нам откроет, и мы посмотрим, что там внутри. Так, фильтр «Добрый вечер» китайский. Здесь у нас тоже Китай, значит, и мотор у нас будет Китай. Белакра модель двигателя. О таких не слышал. 60 лошадиных сил мощность. Механика, экология, Stage 3. Так, грузоподъемность задней навески 2800 и 520 передняя. Но здесь передней навески мы не наблюдаем. Так, ну что тут? Тоже все на китайском. Здесь тоже все на китайском. И здесь все на китайском. Не знаю, в принципе, как вопрос с запчастями будет решаться. То есть, как будет решаться вопрос именно с запчастями. То есть, если на дизельные моторы можно было, ну, в принципе, приобрести легко запчасти, в какую сторону это двигаться сейчас будет, не могу сказать. Возможно, крепление под иншаг, под наш, допустим, под рулевой подойдет аналог. Так, далее у нас 121.4. Это уже мощный трактор с низкой кабиной для того, чтобы можно было заезжать в разного рода постройки с низким уровнем въезда. Но здесь, насколько я понимаю, мотор еще пока белорусский. То есть все нормально. Это мы сейчас посмотрим. Он, наверное, тоже закрыт. Его еще и затонировали. Так, размерность задних шин у нас 14,9 на 30. Передние 12,4L на 16. Достаточно длинная у него морда. У него тут вот должна аккумулятор стоять. Сейчас. Тут, в принципе, капот-то они убрали. Видимо, открывашку, чтобы никто не открывал. Да, но мотор здесь белорусский, 245.5. Слава богу. Слава богу. Знается, как это все ремонтироваться, как это в эксплуатации. То есть тут хорошо, что это белорусский двигатель. Распред здесь уже сзади стоит, то есть менять его, обслуживать все четко. Фильтр гидробака. Здесь у нас идет сам, собственно, гидробак. И слив можно подключить. Тоже задняя навеска, вал отбора мощности. Ну, в принципе, это уже такой трактор для тех мест, где заехать надо, где низкие точка въезда. Неплохой. Двигаемся дальше. У нас здесь 2303 гусеничный. Помнится, у нас похожая модель была на базе. Ролики можете посмотреть. Она только была на металлических гусеницах. Здесь он идет на резиновых. Ну и здесь более свежий у него внешний вид. Наш был еще из металла. Весь был не такой современный. Здесь у нас также идет оптика, одна линзованная, одна галогеновая. Здесь дополнительные вот фонари. Так, тут у нас Ярославский моторный завод. 225 лошадиных сил, тоже 55 литров производительность насоса, 12,5 тонн масса. Да, был у нас вот
похожий на базе. Помню я и вот эти вот все подножечки. Все это мы помним. Но здесь он уже идет на пластике. Да, здесь металл. Ямзовский мотор. Тут, кстати, аккумулятор у него, да, стоят. Вот здесь вот. Это я по-нашему еще помню. Так должна быть гидронатяжка. Посмотрим, здесь нету. Или может я что-то не вижу. Но у нашего было, ага, вот он, цилиндр натягивать гусяночку. Так, ну и давайте заднюю навеску глянем. Гидробак раздельный. Здесь у нас вот такой огромный плуг 8-корпусной подцеплен. Гидровыходы, тоже слив. Еще гидровыходы. Тягово-сцепные все убраны. А, вот кнопки добавились. Я, кстати, не помню, были они ранее или нет. Кабина тоже пока закрыта, но я попрошу ребят, нам откроют и расскажут. Так, ну что, давайте перемещаться далее. Далее у нас здесь вот представлен дизельный двигатель ВП 10H, Falcon Power. Такой вот огромный вентилятор с муфтой. Что у нас тут? Генераторы, компрессоры, кондиционеры. И, видимо, такой двигатель установлен в 35-ке. Так. Ну, прекрасная, кстати, возможность посмотреть на двигатель. Вот, пожалуйста, как он стоит. В моторе не там лазить, а посмотреть вот тут. Турбо, кстати, достаточно большая. Есть тут какие-то обозначения на ней или нет. Шильды какой-то на турбе я не вижу. Так. Здесь у нас, видимо, идет это управление электронной системой топливной. Ну и сама, собственно, здесь тоже топливка. Вот идет рампа. Вот такая шильда. Еще мотор Weichai, серия VP14T. Для тракторов мощностью 500 лошадиных сил, объем 13,5. Вижу, ребята вон в кепочках в каких-то брендированных смотрят. Не могу понять, что это за бренд. Смотрят, как этот мотор устроен. Ну, мы тоже посмотрим. Пишите, ребят, в комменты. Может, кто-то знает, что это за мотор. Покажу поближе, для того, чтобы вы посмотрели и оставили свои комментарии. Кто в вичайских движках у нас шарит. Так, ну, с другой стороны у нас ребята. Так, ну все, ребят, двигаемся дальше. Так, друзья, двигаемся по выставке. И вот встретился нам Deutz-Fahr. Агромаш Холдинг, производство Казахстан. Цена в Беларуси на данный трактор 260 тысяч евро. Ну, давайте по курсу 100 посчитаем. Будет стоить он 26 миллионов рублей. Это наш. Но надо учитывать еще НДС и прочие платежи. То есть явно он будет стоить на территории России как бы дороже. Вот такие у него технические характеристики. Говорю, сильно долго много что-то показывать просто-напросто не можем, потому что у нас не хватит ни времени, ни, как сказать, очень большой ролик получится, очень длинный. Но вот в целом вот такой вот Deutz. Блин, хотел флаг поймать, чтобы он особо нам не мешал. Ну, круто. Посмотрим на их эксплуатационные характеристики, да. Не самый популярный на территории России трактор, но тем не менее. Передний ВОМ, ПНУ. Понятно, что на выставках это все в максимальной комплектации представляется. То есть можно собрать более дешевую. Если не нужен ПНУ, то и платить за него и не стоит. Здесь у нас кассета радиаторов. Здесь у нас также идут вот гидроцилиндр. Не совсем пойму, зачем он и для чего. Напишите в комментариях. То есть у нас получается такой импортный трактор. Опытные фермеры знают про Deutz. Кстати говоря, воздух-подкачка. Очень удобно продуться, подкачать колеса, продуть фильтр. Ну и здесь вот у нас получается по задней навеске. Будет возможно к приобретению на территории России. У компании у этой были даже какие-то перед Новым годом плюшки финансовые, что там рассрочки, отсрочки, пожалуйста. В общем, вот такая модель крупная. Есть модель немножко поменьше. Это у нас идет 115. Сейчас посмотрим на его технические характеристики. Его стоимость, к сожалению, сказать не могу, не уточнил. Это у нас производство Италия, 110 лошадей. Механическая, синхронизированная, с ходиком, что очень хорошо. Так как при покупке трактора не надо экономить на ходике, потому что рано или поздно он понадобится, либо под мульчер, либо под ротоватор. Под ротоватор, что очень важно. А его ходоуменьшителя не будет, и это грустно и печально. Так, здесь задняя навеска выглядит вот таким вот образом. Так, ну что, друзья, мы пойдем искать дальше интересные варианты
техники и навесного оборудования. Очень классно, что здесь представлен Deutz. Представлен вот такой вот комбайн класс. Также представлены иномарки. Здесь у нас что-то большое и серьезное. Я так полагаю, что это... Так, это у нас ропа. Я так полагаю, что это под свеклу. Вот целые комбайны. Это стоит очень больших денег. Такое есть не у каждого. Так, ну что, у класса стенд с комбайном плюс представлено навесное оборудование здесь. Сейчас посмотрим. Такой вот разбрасыватель. Так, ну и давайте посмотрим на красотищу в шикарном цвете. 195-я Вальтра с передним грузом. Дополнительный еще груз. Они, кстати, у них я видел где-то из бетона вообще отлиты с армированием. Здесь тоже, видимо, вот такое он и есть. Вальтру мы немножко знаем. Здесь у нас идет обычная сельхозная резина. 195-я, 195 лошадей. 235-я она у нас. Похожа она на 235-ю по вот своим характеристикам габаритным, да, но более слабый мотор. Модификация здесь у нас идет Верс. Но это просто прекрасный и замечательный трактор. По стоимости не могу сказать, так как ни с кем из консультантов не общался. Вот эта тема похожа как на 235-й, которая была у нас. Там аккумулятор и место для хранения. Вот прикольно, кстати, у нас такого не было. Это боковой дворник. Резина колхозная, не лесная. Отличный даже трактор. Не смогли сказать цену, или 220 тысяч евро, или 280. Вот на у меня Россию не продают. коллега уточнил, да. Это за 195-ю. Так, сейчас посмотрим, кто ее возит. Доступный по цене, простой, надежный. Мне кажется, доступный по цене это не сюда, но это для тех, кто понимает и знает, за что он платит. Друзья, также представлена на выставке американская легенда John Deere. Это у нас 6-я серия. Давайте посмотрим на его технические характеристики. Максимальная мощность MPI у нас получается 300 лошадиных сил, номинальная 221. Бесступенчатая трансмиссия, гидравлика 160 литров, что как бы хорошо. Ну и в принципе у многих есть жоники в хозяйствах, многие их знают. Ну, действительно, такой легендарный трактор. По цене стоит он очень немало, но, наверное, того стоит. Так, у нас идет ПНУ, тут розеточки, евро, не евро. Так, ВОМа переднего у нас здесь на нем нету, на этой именно модели. Так, по резине 600 на 70 R28 сзади. И получается 710 на 70 R42, точнее спереди, а вот 710 на 70 R42 сзади. Ну, здесь все классно и приятно. Это у нас достаточно мощная модель. Есть также модель 8R. Ее почему-то запрятали аж вот сюда. Здесь у нас получается также ПНУшка переднего. Здесь нету. Гидравлические выходы, электророзетки. Но это уже вот прям 8R, это моща. Так, сейчас я подойду, посмотрим его технические характеристики. У него спереди косилка, блехмух. Косилка коновская стоит. 8R 410. 410 номинальная, 443 максимальная мощность. Большой, красивый. На заднюю навеску. Здесь, кстати, грузы уже такие порядочно идут. Ширина резины просто... Она шире меня. Здесь, наверное, метр, возможно, и более. Сейчас посмотрим, какая размерность. Ну и здесь у нас все выполнено. Вот удобная штука. Шкворень она опускает, я так полагаю, тянется тросиком из кабины и падает палец, чтобы не вылазить. Но это уже на самом деле легендарные трактора не то, чтобы там в России, но и во всем мире. Колеса у нас 900, задние на 60, 42 радиус. И грузов, вот тут у меня ладонь, ну сколько, 25, наверное, сантиметров в глубину. То есть здесь по массе очень и очень все прилично и порядочно. Так, передняя резина у нас идет 650 на 60 на R34. Ну, космический корабль. И по цене, и по производительности, и по внешнему виду. Чего уж тут греха таить. Так, ну все, дорогие наши, двигаемся дальше.
Итак, друзья, еще один экземпляр. Это у нас Lowwall. Чем он интересен? Это CVT трансмиссия. То есть 240 лошадей, модель P7240, модель 7240. И, грубо говоря, мы считаем сейчас так, то, что 1000 евро идет одна лошадиная сила. Это если мы берем уже такие современные мощные трактора. Вот китайцам это так применимо, ну, вот плюс-минус. То есть стоит он 240 тысяч долларов. Передняя шина 540 на 65 R30. Резина вот этого вот производителя. И получается так, у нас далее задняя резина 650 на 65 R42. CVT трансмиссия, мотор Weichai. Weichai это на данный момент занимает 53% мирового рынка двигателей сельхоз, да? Поэтому, в принципе, удивляться тут нечему. Китайцы взяли, выкупили итальянский трактор, итальянский бренд. И, грубо говоря, это итальянский трактор, построенный на мощностях китайских производителей. Мощность мотора 240 лошадиных сил. Есть модели следующие, то есть по мощности более мощные. Также на CVT коробке. То есть именно вот модель это интересно CVT трансмиссии. Механическая подвеска идет у кабины. Пневмоподвеска получается у нас у сидения. Здесь вот у нас спрятаны всякие баки, там отсекатели и прочее, прочее. Вот. То есть тоже сцепные все устройства. Тяга центральная, кстати, третья точка гидравлическая. Не встречал на предыдущих, может быть, не обращал просто внимания, прошу прощения. Очень много представлено всего интересного, глаза разбегаются. Хочется все показать, обо всем понемножку, по чуть-чуть рассказать. Задняя, так, 650 на 65 R42 я уже говорил. Груза 120 килограмм, вот все обозначено. Ну и качество исполнения неплохое. Неплохое. Так, здесь у нас спереди идут блины по 80 килограмм. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 штук. Здесь у нас, как мы видим, это у нас линза. Она, кстати, относительно вот своего места что-то кривовато как-то сидит. Это вот поровнее. Сверху идет галоген. Сверху идет галоген. Заправочные емкости для топлива с фильтриком. Тут не промахнешься. Глянем в кабине. Пневмокресло. Здесь уже установлена навигация системы умного земледелия. Дисплей. Цифровая приборка. Управление гидравликой и прочими органами. Ну, кабина уютненькая, но достаточно такая компактная. То есть я бы не сказал, что она какая-то большая. Достаточно компактна. Интересная модель. Тоже пишите в комментариях. Может быть, у кого-то из наших подписчиков уже есть такое, либо работали с таким, либо планируют к покупке. Итак, друзья, следующим на нашем пути оказался DMM. Dormash Expo. Прошу прощения, компания представила на базе 1221 вот такую вот машину готовую. У нас здесь имеется фронтальный погрузчик собственного их производства на 1000 килограмм. За базу взят 1221. Так, что у нас? У нас идет КМУха, у нее получается по вылету 8 метров, берет под собой 5 тонн, на максимальном вылете берет тонну 100, что в принципе ну, достаточно солидно. Давайте поближе посмотрим. Двенашку мы с вами все хорошо знаем. И посмотрим, что у нас здесь изменено. То есть, понятно, фронтальник у нас крепится здесь по лонжерону. Идет усилитель. Здесь у нас тоже точка соединения. Достаточно массивная, наверное, 20-ка или 15-я идет рама. И к чулкам и уходит назад. Уходит назад, то есть по именно ходовке какой-то трансмиссии здесь ничего не изменили. То есть у нас идет назад, идут удлинители, раздвинуты колеса, и получается сделаны вот такие вот расширители-брызговики прям вот на болтах к стандартным крыльям. Ну, на самом деле ничего в этом такого нету, достаточно упрощает, но с другой стороны ни грязь, ничего сюда больше вылетать и попадать как бы не будет. Даже вон брызговики не снимали, чтобы меньше летело назад. Да, здесь у нас вот усилители, которые идут спереди, они переходят вот в такую раму. Здесь у нас место для
того, чтобы поставить для аутриггеров площадки на мягком, на каком-то грунте. На, получается, вале отбора мощности у нас аксиально-поршневой гидромотор. Ну и, в принципе, от навески тут что-то осталось, но, в принципе, всю ее тут раздербанили. Ну, это, в принципе, логично, как такую установку поставить без демонтажа навески. Единственное, неудобно, что, на мой взгляд, не вывели топливную горловину куда-то в более доступное место, потому что, ну, заправлять вот отсюда тут расстояние метр. Вот рука, метр расстояния, чтобы добраться до нее. Дальше мы видим саму КМУ. Имеется у нас здесь сцепное, пожалуйста. Дормаш Экспо. Здесь у нас даже, получается, система мониторинга установлена. Свой гидравлический бак. Рычаги управления КМУ, которые здесь вот указано, какой за что рычаг отвечает. Тут спокойно можно дергать. Так, аутриггеры у нас ослабляем, поворачиваем их сюда на себя и ставим. 8 тонн, хорошая грузоподъемность. Здесь у нас очень близко УАЗик встал. Ну ладно, мы сейчас посмотрим. Здесь у нас рычаг переключения режимов, манометр. И также дублируются рычаги управления. Аутриггеры можно выдвинуть пошире. Сделать. Так, пойдем в передней части. Кстати, посмотрим момент, именно куда ставится у нас КМУшка. Она вот такая раскладная. Индекс на ней ПМУ 15. То есть на погрузчике, к раме погрузчика вот интегрировано вот такой вот держатель для стрелы спереди. То есть проходит это все над крышей. Над крышей. Так, сейчас давайте посмотрим технические характеристики, которые у нас указаны. Грузоподъемность 5000 килограмм, максимальный вылет 8,05. И здесь мы видим, что под собой вот пятерка. Дальше 2350, 1600 и 1100. На базе двенашки. То есть тема интересная. Пишите комментарии, нравится вам. И как вообще такое решение, на ваш взгляд? База обычная двенашка. Друзья, также на выставке у нас представлен кировец. Приятно, на самом деле, приятно ходить на выставки и смотреть на технику, так как она там в максимальных комплектациях, вся наряженная, начищенная. Ну, вообще классно. Здесь у нас, получается, кировец идет на спарках. Модель у нас здесь получается К746М. Также с двигателем VCI ВП-12, 460 лошадиных сил. Давайте быстро пробежимся. Но это кировец. Кировец знают, кировец любят. Очень большая модель. Вон, видно, мужчины решили слазить в кабину. И колеса выше, чем они сами. У нас здесь идет шина Белшина. 110 на 70, 38 радиус. Здесь на спарках. Также модель может быть и без спарок. Все по необходимости. Заднее навесное, маятникового типа сцепное оборудование. Навеска 4-я, я думаю, категория. Они его, походу, кстати, заводить, видимо, надумали. Вот. Так, ну что, центральная тяга, большое количество гидровыходов, вал отбора мощности. Я знаю, что эту машину у нас любит. Не именно вот эту, а вообще вот производитель кировец любит и покупают. Камера заднего вида. Кстати, вот так вот расположено и сделано. Приятно наблюдать, что техника шагает действительно вперед. Китайские конкуренты предлагают какие-то свои варианты, я имею в виду во всех сферах, да. И производители наши и белорусские стараются подтягиваться и не отдавать этот рынок. Не отдавать этот рынок и внедряют в свои производства какие-то новые плюшечки. Фары, знакомые нам по МТЗ. Так, вал отбора мощности у нас тут, кстати, тоже заслуживает внимания. В кабину к ним не полезем. Посмотрим здесь. Здесь вот так вот все реализовано. В кабине и под кабиной. Тоже мойка рук. Тут, кстати, шагнули дальше. Здесь емкость есть еще и под мыло. То есть, где обычно канистра с краником, тут еще и под мыло, и достаточно такой большой
и нарядный. Трактор огромный, заслуживает внимания. Утяжелители спереди вот так вот расположены таким образом. Светодиодная оптика. Так, ну что, вот такой красавец мощный. А мы будем двигаться дальше. Друзья, на Белагро представлена не только сельскохозяйственная техника, также мы зашли вот на такой интересный стенд. У ребят представлен, сейчас я покажу, гироплан он называется. Это очень простая в обслуживании и в эксплуатации техника, которая для взлета, я точно знаю, что для нее требуется 70 метров. Для посадки, говорит, куда посадишь, туда посадишь. Максималка 185 км в час, крейсерская 140. То есть от Беларуси до Москвы, говорит, доедете, на одну заправку заедете, заправитесь и поедете дальше. Бак 80 литров, 60, извиняюсь. Бак 60 литров. Возможно, бак сделать более объемным. То есть производство на 70% локализовано в Беларуси из белорусских запчастей. Двигатель здесь установлен польский. Ну а все остальное ребята делают сами, производят это в Беларуси. То есть пользуется спросом и популярностью у пограничников, просто у частных покупателей. Давайте посмотрим. Я в авиации не очень-то силен, но посмотрим. Вот здесь у нас Чехия. Здесь ремни определенные натяжители. Тут, видимо, какой-то масляный насос стоит, который отправляет у нас момент вот туда. И регулировка идет крыльями. То есть летали, много летали. Очень, говорят, популярная машина. Здесь у нас карбон для того, чтобы это было все достаточно легким. Здесь вот мы видим сам мотор, то есть здесь у нас турбина. Объем двигателя не знаю, не могу сказать какая мощность в лошадиных силах тоже сказать не могу, но вот можем посмотреть. Но знаю, что, говорит, обслуживание как автомобиль. Доступно, просто. Возможно, у нас из наших подписчиков есть спецы, которые увлекаются и которым нравится авиация. Получается, она двухместная модель. Также есть модели четырехместные. Хорошая очень обзорность, большие стекла спереди, боковые, сверху. Есть спереди лампы. Так, нам ребята сделали одолжение и открыли посмотреть на данную машину внутри. Все выполнено здесь вот так вот. Очень чисто. Так, достаточно все мягко. Стеклопластик. Здесь у нас, я так понимаю, места крепления определенных навигационных систем. Тут, скорее всего, топливный бак. Два рычага управления. Это вот у нас один. Здесь у него нету вот этой вот ручки. Здесь у нас есть. Это, видимо, капитанское место, где уже происходит все управление. Вакуум, плюс цилиндр, плюс еще армированный шланг. Значит, это у нас здесь какая-то жидкость идет. И на джойстике вот такое вот управление. Здесь мы тоже видим регулировка шага винта. Здесь у нас обогрев в кабине, стартер, магниты 2 штуки. Здесь тоже для гарминовской навигации системы. И также вот есть у нас еще с флеш-картой. Это, видимо, тоже часть элемент навигации и уровень. И вот эта страшная кнопка отказ генератора. Здесь тоже у нас управление идет. Ну, я тут ничего сказать не могу. Сиденья регулируются. То есть можно отрегулировать под любой рост. Так, сейчас прикроем. Дверь вообще просто невесомая, очень легкая. На газлифте. Ага, вот так она закрывается. Очень легкий борт. Ага, вот одной рукой, да. В принципе, при наличии 3-4 сильных мужчин можно и запустить его с разбега. Так. Если поэкономить топливо, чтобы прокачать, да. Да. Вот очень интересно и очень классно, что это собирают именно в Минске. Под Минском у ребят есть производство. Давайте двигаться дальше. Так, друзья, да, вот давайте посмотрим еще технические характеристики. Бензин 95-й, 20-24 литра в час. Максимальное количество топлива 80 литров. Вот и рассчитываем, на какую дистанцию нам этого хватит. Есть бак объемом 120. Да, есть увеличенные баки, то есть с увеличенным объемом, что увеличит нам дальность полета.
Цена данных машин начинается от 180 тысяч долларов, что относительно такого аппарата это не дорого, на мой взгляд. Все, двигаемся дальше. Так, друзья, среди нас, если есть бульдозеристы, дайте, пожалуйста, свое мнение, а мы сейчас вам покажем свое мнение по вот этой машине. Мы сейчас покажем. Это бульдозер DST Урал, подготовлен для мусорного полигона. Данная модель бульдозера — это модель D14, 536 ямс, 240 сил, 20-тонный он по массе. Какая особенность именно того, что данная машина будет работать на мусорном полигоне? Первый момент — это здесь стоит увеличенный радиатор. Далее также есть здесь съемники для грязи и мусора, который будет забиваться в гусеницу. Они стоят здесь, там, плюс снизу. Также тут заглянуть вот отсюда. Там будут специальные приспособления для съема мусора и грязи с гусеницы, чтобы ничего не засорялось. Поскольку эта модель сейчас находится на выставке, она уже под клиента, здесь будет навариваться у нас большой еще такой из сетки дополнительный объем для ковша, чтобы он не перекрывал вид. В целом DST Урал уже порядка 15 лет производит данную модель бульдозера. У нее уже устранены все основные там вот и не основные моменты, косячки, все вот эти вот мелочи. И то есть модель полностью откатана, обкатана и заслуживает внимания. DST Урал производит порядка 800 единиц разных классов бульдозеров за год, поэтому это заслуживает внимания. Конкурентов у данной машины, работающих на гидростатической трансмиссии, нету. Поскольку есть и другие производители, но там только начинаются опыты, какие-то эксперименты с гидростатикой. Здесь уже все давно работает и отлично себя показала. Данная модель у нас это, прошу прощения, бульдозер D14, средний, то есть есть модель D9, D14, поменьше, D14 будет побольше, и по увеличению до модели D30. Также здесь вот мы видим съемники большого мусора. То есть просто не дадут пролезть. Здесь у нас все будет падать. Замечательный и красивый, и полностью произведенный на территории нашей страны. Плюс того, что запчасти все есть по наличию, то есть ремонтировать придется в конце концов любую технику. Здесь запчасти есть, все расположено. Давайте посмотрим кабину. Внутри у нас джойстиковое управление, вот такое вот кресло красивое. Вот мы присели, сейчас закроемся. Так, или не закроемся. Сейчас мне помогут. А вот это? А все. Ага. Все, вот этой ручкой надо дверь ослабить. Так, ну все, мы находимся на месте оператора этого огромного бульдозера. Ага, все. Этого огромного бульдозера. Здесь у нас есть такой вот для ноги, здесь тоже, собственно, газуля. Ну и рычаги управления, гидростатическая трансмиссия. Рычаги достаточно такие точные, то есть очень мягкий плавный ход. И все достаточно так интересненько. Здесь у нас кнопки. У данного бульдозера изменяемый угол лопаты, то есть ее можно складывать на себя, от себя. Угол работы лопатой изменяемый. Минимальное количество кнопок. Здесь мы видим массу, замок зажигания. Минимальное количество кнопок. Все достаточно просто. Бери да работай. Здесь у нас получается релешки, предохранители тоже. Кнопочки какие-то спрятаны, которые часто, видимо, нажимать не надо. И очень удобно вот такой вот замок. Выполнено удобно. Управление осветительными приборами. Здесь вот такое зеркало есть на себя, на любимого посмотреть. Подогрев двигателя, подогрев топлива, система кондиционирования. Здесь у нас также вот такой лючок есть. Интересно, это уже под наши бытовые, под какие-то мелочи. Это, я так понимаю, управление газом. Внутри все достаточно так аскетично, но в то же время как бы находиться здесь уютно и приятно. Кабина очень большая. Интересная модель, заслуживает внимания. Повторюсь, что на гидростатической трансмиссии это просто отличный бульдозер.
Ребят, мы знаем. ДСТ Урал передаем большой привет. Так, друзья, двигаемся дальше. Итак, дорогие друзья, хочется более детально показать стенд МТЗ Беларусь. Ребята молодцы, они двигаются вперед, стараются. И сейчас немножко покажу 1222, тут интересная достаточно композиция. И дальше подойдем к 3326, очень интересный трактор. Во-первых, 1222, на выставке он у нас идет с ПНУ, с ПВОМом, с передним навесным устройством. Пожалуйста, есть розетки, все евро. То есть гидравлическая линия, центральная тяга. Получается, мотор у нас здесь еще пока идет белорусский, то есть D260. D260.2, S2, 136 лошадей. Такая, скажем, 1221 на максималках. Так, по резине 420 на 70 R24. Здесь у нас получается 18,4 на 38 идут задние колеса. Тут, в принципе, нам всеми привычная и любимая двенашка, которая, мы знаем, немножко с виду изменена. Так, здесь у нас идет гидравлический распределитель электромагнитный, что уже новинка и что лучше и интереснее. Здесь сейчас стоит вот такая колонка, но я сейчас покажу, для чего это. Оптика уже свеженькая, но она пока тоже с лампочками. Управление задней навеской. Сейчас посмотрим. Здесь, скорее всего, уже идет цифровая полностью приборная панель. Да, здесь у нас идет полностью цифровая приборка, глушилка, как мы любим все. И, в принципе, это сиденье. Сиденье нарядное, но не пневмо. Нам сейчас откроет добрый очень человек. Спасибо большое. Это вообще круто, что нас пустили внутрь. Так, вот она, цифровая приборка новая. Сейчас мы посмотрим, как она, если включится. Без зажигания нет, не включается. Массу я выключил. Тут у нас идет такие новые дефлектора. Это 1222, напомню. Здесь у нас идет вот такой короб с дефлекторами, чтобы дуло на нас. Здесь у нас идет также вот система вентиляции. Вот система вентиляции. Музыка уже идут, колоночки. Здесь у нас все тряпочкой обшито. В принципе, нормально. Нормально. Магнитола, система управления кондиционером, вот так вот покажу, и дополнительное освещение. Есть у нас кран на печку и на кондиционер. Руль обычный, масса, цифровая вот приборная панель, но, к сожалению, она без ключа не включается. Управление осветительными приборами, рычаги, ручной газ. Здесь у нас идет вал отбора мощности, уже включение с кнопки, что хорошо. Гидравлические рычаги, управление навеской. Тут также ВОМ. Передний мост, блокировка, розеточка трехконтактная евро. И получается у нас обычный прикуриватель для чего-либо и зарядка для гаджетов. 2 USB. Комфортное сиденье с подлокотниками. На самом деле хорошая кабина, уютно, привычно нам здесь, потому что это нами всем любимый МТЗ. И ручной тормоз. Сейчас покажу, какая здесь интересная стоит кнопка. Это такая, как в проекте «Голос». Мы выбираем этот трактор. Происходит звук запуска мотора, дым из трубы. И начинают гореть осветительные приборы. Вот такой 1222.3. Красивый и хороший трактор. Так, дорогие друзья, мы побывали вместе с вами на выставке Белагро 2025. Выставка отличная, очень интересно, большое количество разных и производителей, и тут и машины, и сельскохозяйственная техника, и очень большое количество разной интересной техники. Всем большое спасибо, дорогие друзья, что смотрели данный ролик. Крепко вам жмем руку. Прощаемся с вами. Мы едем домой и прощаемся с вами вот с этого выставочного центра международного города Минск. До новых встреч. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наши социальные сети, комментируйте. Мы старались для вас снять хороший материал. Все, всем огромной удачи, крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.